Здравствуйте, с вами Анна и мой канал Фишки-Солишки. Сегодня у нас на обзоре кукла Блайс. Я уже вкратце ее показывала в большой распаковке, ну а сегодня мы ее рассмотрим поподробнее. Добралась она до меня быстро и в очень помятой коробке, но, слава богу, продавец хорошо упаковывает свой товар, поэтому ничего не повреждено. Заказывала я сразу с дополнительным набором рук. Сейчас вы увидите эту куклу и поймете, что к чему. Это подарок на 8 марта для моей дочки, поэтому распаковку я сняла заранее, целиком я ее не стала открывать, чтобы она сохранилась до тех пор, пока не наступит 8 марта. И вот, наконец, это свершилось, поэтому я вам сейчас показываю эту распаковку, а потом мы рассмотрим эту куклу поподробнее и увидим реакцию моей дочки. Итак, главное у этой куклы, конечно же, обалденные волосы, очень мягкие, похожие на натуральные. И также у нее есть механизм, который закрывает-открывает глаза и делает кое-что еще. Кукла очень интересно сделана, она вся подвижная, у нее есть сменные части тела, и такие куклы используются для апгрейда, как говорят, или кастома. Есть даже люди-кастомайзеры, которые эту куклу усовершенствуют все время и этим занимаются. Попозже я вам подробно расскажу. Ну и поскольку кукла приходит полностью раздетой, я заказала также и набор одежды для нее. Здесь футболочка и джинсы, и юбочка с маечкой. Ну и, конечно же, обувь мне пришлось тоже заказать. С нахрапа мне не удалось сразу быстренько надеть эту обувь, потому что стопа у этой куклы тоже подвижная. Но в конечном итоге все получилось, и кукла смотрится замечательно в этих белых башмачках. Приодела я нашу Блайс, подготовила ее уже к тому, чтобы подарить своей дочке. Поскольку голова куклы непропорциональная, то вся одежда у нее расстегивается на спине полностью, что позволяет ее очень легко одеть. Ну а теперь, конечно, давайте посмотрим реакцию. Такая красивая! Поздравляю, 8 марта, мама! Такая красивая головка! И волосики такие! Посмотри, у нее сзади есть колечко, и можно дернуть, и глазки будут закрываться. Слушай, можно попробовать даже мне? Подожди. Класс, у нее еще одежда есть! Листики и футболочки. Мама, мне подергай. Все, мама? Ну, нравится? Да! Все, мама? Конечно же, дочке сразу захотелось что-то поменять, и она решила переставить вот эти вот ладошки, что у нее успешно и вышло. А получился у нас лайк, так что не забывайте ставить лайк на наше видео. Эта кукла Блайс очень понравилась ей, она ничего не знала о ее существовании до этого, и я тоже, я ее случайно нашла на Алиэкспресс, а уже потом узнала всю ее историю. А теперь давайте рассмотрим ее поподробнее, начнем с головы. В ушках у этой куклы имеется отверстие, сюда можно вставлять сережки. Волосы покрывают заднюю часть головы не полностью, здесь у нас вот этот вот как раз механизм. И предвосхищая комментарии о том, что это подделка, что это не оригинал, да, ребят, это кукла с Алиэкспресс, о чем и написано в названии ролика. Но я не имела дела с оригиналом, хочу сказать, что эта подделка мне очень понравилась, она достаточно качественная, и по фотографиям я разницы не вижу, но, скорее всего, наверное, она есть. Ну а теперь главное. Глаза этой куклы также меняют свой цвет и направление взгляда. Вот, например, карие глаза, которые смотрят в бок. Дальше у нас есть глаза почему-то
неестественно розового цвета. Мне не очень понравился этот вариант, и они смотрят вперед. Следующий вариант – это серые глаза, которые тоже смотрят в бок. В общем-то, очень интересный механизм, и этот механизм тоже сменный, его можно купить отдельно. Ну и вот эти вот ярко-синие глаза, которые мне очень понравились. А пока мы рассматриваем эту куклу детально, я хочу рассказать вам ее историю. Кукла эта появилась аж в 1971 году в Чикаго, в Америке. Выпускалась она для детей, но не имела успеха. В 1972 году эту эстафету подхватила японская компания, и они тоже ее попытались выпускать, но и они потерпели фиаско. Возможно, это происходило из-за вот такой диспропорции головы и тела. И только в 2001 году снова японская компания, уже другая, решила все-таки возобновить производство, и на этот раз у них все получилось. Кукла имела успех. С 2001 по 2009 год американцы тоже пытались это делать, но почему-то они перестали. А вот японцы выпускают эту куклу и по сей день. И согласитесь, что она, конечно, больше похожа на вот эти вот мультики и комиксы японские, где большие глаза и вот такие большие головы у девочек. Так что я думаю, что это как раз японская тема. А те куклы Блайс 70-х годов уже винтажные, они коллекционные и очень дорого стоят. Ну а сейчас я вам покажу, как мы безуспешно попытались натянуть эти джинсы на куклу, и они оказались слишком маленькими. Хотя я покупала эту одежду в магазине, где продавец предлагает одежду для кукол Блайс именно. Уж не знаю, что здесь произошло, но, к сожалению, натянуть мы смогли только до середины бедра. Кукла наша, конечно же, не осталась без штанов, потому что к ней подошла одежда от Барби и других кукол, которые у нас есть, так что одета она у нас по полной. Для этой куклы и на Алиэкспресс продается много запасных частей, в том числе ножки, ручки и лица можно менять и делать макияж этой кукле, и также разный цвет кожи. Ну и, естественно, разнообразие волос, цвета, с завивкой и без. В общем, очень много вариантов. Если вам кукла такая понравилась, то покупайте, вы не пожалеете, с ней очень интересно играть. Меня удивило, что она достаточно тяжелая, видимо, за счет вот головы и этого механизма. Длина ее 30 сантиметров примерно. В оригиналах пишут 28 с чем-то, но я, честно говоря, ее не измеряла. Можете пройти по ссылочкам и посмотреть. Ну а на сегодня у меня все. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось и оно было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, вы не пропустите ничего. Впереди новые распаковки, много интересных товаров и, конечно, обучалок по Алиэкспресс. Приходите ко мне в Инстаграм. Если вам что-то непонятно, вы можете написать мне в директ, и мы с вами пообщаемся. Ну а я желаю вам удачных покупок, скорейшего наступления весны и всего вам хорошего.